Миллионы сверкающих кристаллов, тысячи часов работы, каждый образ как настоящее произведение искусства. И, конечно же, ангелы, которые стали настоящим олицетворением целой эпохи. Все это в себе объединило одно единственное шоу Victoria's Secret. Привет, я Надин, и сегодня в видео мы вам расскажем историю этого сказочного показа. Как он зародился и перевернул индустрию моды, как создавались образы, с какими сложностями и скандалами им пришлось столкнуться. И как, несмотря на все это, они смогли восстать как феникс из пепла и еще раз подарить миру ту самую сказку, которую все так долго ждали. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. В далеком 1994-м, после начавшегося ажиотажа вокруг каталогов бренда, Лесли Векснер и директор по маркетингу Эд Разик поняли, что пора выходить на новый уровень, и начали обсуждать полноценное шоу. 1 августа 1995-го модели сошли со страниц каталога на подиум. По сравнению с будущими шоу, бюджет дебютного был очень скромен и составил всего $120 тысяч. Круг приглашенных гостей также был ограничен. В основном его составили влиятельные политики и бизнесмены. Но для остальных желающих взглянуть на начало истории была проведена трансляция на Таймс-сквер. И, как обычно, качества, свойственные человечеству, вышли на поверхность. Никто не поверил в шоу, не понимал, зачем показывать вживую то, что можно увидеть на бумаге. Кевин Крейер, режиссер шоу, выступил на защиту, сказав, что хотел донести идею, что белье нужно демонстрировать не только в каталоге, но и на подиуме. Показать эту фантазию этих красивых женщин, которые служат образцом для подражания. Но вот с красивыми женщинами возникли трудности. Victoria's Secret еще не имели той репутации, которая появилась годы спустя. Многие модели боялись выходить на подиум малоизвестного бренда, тем более в нижнем белье. Это считалось шагом назад для карьеры. Тем не менее, несколько громких имен им удалось заполучить. Фредерик Ван дер Вал, Вероника Уэбб и, конечно же, Стефани Сеймур смело шагнули на подиум и доказали, что это не шаг назад, а вполне вероятно, хороший толчок вперед. Показ стал обыкновенной демонстрацией нижнего белья. Без музыкальных исполнителей, без крыльев, скромный подиум и небольшая аудитория. Но начиная с первого шоу, стилисты пытались прописать линейку и создать неких персонажей. Отчетливо прослеживались сегменты, еще без названия конкретного концепта, но уже тогда показ был разделен на части. Спортивное белье, одежда для дома, что-то более дерзкое и раскрепощенное, а главное, с самого первого показа бренд начал использовать элементы различных культур. Шоу закрыла коллекция с нотами Востока, но претензии Victoria's Secret получили за это лишь в 2010-м. Полгода спустя, 6 февраля 1996-го, в преддверии Дня Святого Валентина, бренд провел второе шоу, которое полностью посвятил романтике и отношениям. От нежных халатов с цветочным принтом до целой коллекции свадебного белья. На подиуме начало появляться все больше и больше именитых моделей. Хелена Кристенсен, Тайра Бэнкс, Карен Мюльдер и Наоми Кэмпбелл, за которой затем Victoria's Secret начали охоту. Но ангельский контракт «Черная пантера» так и не заключила. А годы спустя объяснила это тем, что была слишком дорога для бренда. У них просто-напросто не хватило бы денег. Но на тот момент у них дела в финансах точно начали идти в гору. Кроме показа, Victoria's Secret продемонстрировали миру свою новую визитную карточку, которая затем для будущих ангелов стала одним из самых желанных объектов. Клаудия Шифер представила Million Dollar Miracle Bra. Бюстгальтер, созданный ювелирами из драгоценных камней стоимостью в $1 миллион. Бра показали лишь в каталоге и рекламе. На подиуме творения ювелиров стали демонстрировать лишь годы спустя. Шоу 1997 года все так же, как и предыдущие два, прошло в Нью-Йорке. 4 февраля Victoria's Secret представили новую коллекцию и свою новую звезду. На подиум вышла Хайди Клум и с порога показала, что знает себе цену. Если другие девочки на камеру все в один голос твердили, как они взволнованы, перечисляли своих любимых моделей, на кого равняются, Клум заявила: «Они – это они, я – это я, и я задам свой стиль». Еще одним большим исключением стала Летиция Каста. Кастинг-директоры будущих шоу все в один голос начнут твердить, что для того, чтобы ступить на заветный подиум, модели должны быть минимум 175 см ростом и параметрами 86, 60, 86.
Рост Летиции всего 168 сантиметров. Да и в целом показы 90-х не выделялись большим количеством худых девушек. Многие были с очень выдающимися формами. Victoria's Secret имели разнообразие в начале своего пути. Всего за 2 года показ, который расценивался как дно карьеры, внезапно превратился в желанный кусок для каждой модели. И с этого года Эд Разик стал называть шоу суперкубком для супермоделей. Несмотря всего на 1 год работы с брендом, Тайра была удостоена презентовать Diamond Dream Bra стоимостью $3 миллиона. Но вот путь модели в Victoria's Secret стартовал не очень гладко. Она рассказала, что в первый же день ее отправили домой, потому что стилист не знал, что делать с ее волосами. В 96-м ради того, чтобы выйти на подиум, она пригласила своего стилиста, который знал, как выпрямить волосы темнокожей девушки. Бренд едва не упустил свою звезду. Шоу 98 года, вдохновленное романтическими мечтами, фантазиями и весной, состоялось 3 февраля. И случилось на нем главное событие. Ангелы раскрыли свои крылья, процесс создания которых был очень непростым. Первоначально делалась разверстка крыльев с увеличенного эскиза, который проецировался на модель. Далее создавалась прочная основа, на которую крепилось все, что требовалось для создания дизайна. Поскольку бренд не назначал крылья моделей до последних 2 недель, их старались всегда делать регулируемыми. После того, как модель получала крылья, она могла приехать на их примерку до 3 раз. Все крылья подгоняли под рост примерно 177-180 сантиметров, а вес их составлял от 900 грамм до 10 килограмм. Показ стал еще более узнаваемым. Если в первое шоу модели отказывались от участия, то в 98-м компания получила множество звонков от девушек, почему их не пригласили на кастинг, который длился вплоть до начала. За 4 часа до шоу были приглашены еще 2 модели. Билеты также приобрели статус горячего пирожка. Бренд не стал упускать возможность и устроил аукцион, на котором 2 билета были проданы за $17,5 тысяч, которые затем передали одному из госпиталей. В оформлении подиума было использовано больше 100 тысяч цветов. Трансляция шоу, как обычно, прошла на Таймс-сквер, а Хайди впервые выступила ведущей. И бренду, наконец, удалось уговорить Даниэлу Пештову выйти с другими моделями. До этого момента девушка уже неоднократно блистала в каталоге, но вот на подиум выходить не хотела, сказав, что чувствует себя там очень некомфортно. Ну и Victoria's Secret доверили ей представить Dream Angel Fantasy Bra стоимостью $5 миллионов. Также бренд очень активно продвигал Инесс Риверо. Эд заявил, что она начала работать одним из ангелов, появилась в нашумевшей компании Angels 2000, но ее контракт по какой-то причине не освещался, что многие считали и считают ее обычной моделью, как и других. Но по всей видимости в копилке ангелов все это время было плюс еще 1. В 99-м Victoria's Secret решили поэкспериментировать с фантастикой и мифами. Фантастической стала и стоимость шоу, которая составила уже $5 миллионов. Огромное внимание было уделено проработке анимации на заднем плане, и помимо моделей на шоу начали появляться танцоры. Трансляцию самого шоу было решено запустить онлайн, но поток желающих посмотреть был настолько большим, что сайт, который был рассчитан на 500 тысяч посетителей, просто не выдержал нагрузки. Трансляция стала одним из культовых событий в истории интернета и по оценкам набрала более 1,5 миллиона просмотров. На подиуме зажглись еще 2 главных ангела бренда – Жизель Бунхен и Адриана Лима. Жизель уже была довольно востребована во всем мире, и бренд до последней минуты не был уверен, получится ли у них заполучить ее на шоу, потому что свободные окна в ее расписании исчезали просто моментально. Сама же модель понятия не имела, где и в чем ей предстоит работать. Все вокруг говорили, что это большое шоу, а она не понимала, о чем идет речь, потому что ее интерес к белью заканчивался на «просто красивое». Адриана же поделилась, что только после этого показа почувствовала себя настоящей женщиной и очень особенной моделью, потому что бренд поверил в нее и в один день пригласил на кастинг, который перевернул жизнь девушки. С Фэнтези Бра в преддверии нового тысячелетия бренд решил также сыграть по-крупному. Millennium Bra стоимостью $10 миллионов представила Хайди Клум. Первая же бра, которая представляла Клаудио, внезапно появился в финале шоу и пронесла его Тайра. И спустя почти 20 лет, в 2017-м, когда Victoria's Secret отправились в Шанхай, в одном из магазинов публика увидела
Именно это творение ювелиров. По всей видимости, было решено не разбирать бра и сохранить его в качестве памяти о том, с чего все началось. В новом тысячелетии шоу Victoria's Secret добилось своего места на телевидении. Доступ к трансляции был разослан в 90 стран по всему миру, и бренд удостоился чести быть среди рекордсменов. Red Hot Fantasy бра стоимостью $15 миллионов, которое представила Жизель Бунхен, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое нижнее белье, когда-либо созданное. Но это стало не последнее достижение. Было принято решение сменить и локацию будущего шоу. 24 модели и показ стоимостью $10 миллионов отправились в Канны в разгар Каннского кинофестиваля, где бренд сразу же столкнулся с французскими властями, которые хотели запретить шоу, сказав, что оно не имеет никакого отношения к кино. По догадкам, причин было две. Первое – это то, что Victoria's Secret уже имели неплохую популярность и могли бы просто задвинуть кинофестиваль на задний план. Вторая, как ни странно, но это благотворительность. Бренд объединились с Miramax Films, Харви Вайнштейн с братом передают всем привет, собрав более $2,5 миллионов для Амфар, американского фонда, который занимается исследованием СПИДа, что стало настоящим историческим событием. В ответ на это Разик сказал: несмотря на все трудности, в той или иной форме нас увидит около 40% населения планеты. 2 миллиарда человек осветят события, и каждый желающий сможет зайти на наш сайт и оставить пожертвование. Это будет определенно знаковая ночь. Для обеспечения качественной трансляции было задействовано 7 видеокамер, 4 пленочные камеры, плюс шла рассылка на каналы AOL и Yahoo. На подиум вышли еще 2 будущих ангела – Алессандра Амброзио и Каролина Куркова, которая соврала на кастинге, что ей уже есть 18. В итоге по подиуму прошла 16-летняя модель в нижнем белье, что, согласно политике бренда, было строго-настрого запрещено. И если бы это оказалось достоянием общественности в то время, у них могли бы быть большие проблемы. Тема 2 сегментов была довольно щекотливая, а именно рай и ад. Victoria's Secret продолжали экспериментировать и ходить по тонкому льду. Французское шоу, конечно же, закрыла француженка, и оно стало для Летиции последним, а также для других ангелов первого состава. В 2001-м Victoria's Secret окончательно показали, кто теперь босс в индустрии нижнего белья. У шоу появился настоящий размах. Декорации, образы, крылья – все стало масштабнее. Victoria's Secret Fashion Show стремительно превращалось в главное событие года. А участие в нем означало, что у модели определенно будет толчок в карьере, потому что если в Victoria's Secret обратили на девушку внимание, значит в ней определенно что-то есть. Безопасность показу обеспечивали больше 1000 полицейских. На подиум вышли 25 девушек, представив 76 образов. Над крыльями работали 10 человек. И уже тогда Хайди была признана одной из тех, кто лучше всех мог представить любые крылья с достоинством, независимо от того, сколько они весят. Ну и еще одним особенным моментом, который доверили Хайди, стало то, что она и Heavenly Star Bra стоимостью $12,5 миллионов дали старт тому, что теперь бра ежегодно начала появляться на подиуме. И атмосферу Рождества, которым было вдохновлено шоу, помогли украсить Андреа Бочелли и Мэри Джей Блайдж, став первыми приглашенными артистами. Вспоминая все те скандалы, с которыми бренд столкнулся и о которых мы обязательно поговорим позже, на фоне всего этого шоу 2002 просто нуждается в отмене полностью, потому что вдохновением для этого года послужило кругосветное путешествие. Начало было взято с России, далее Африка, затем сегмент Испании, а после Япония. Ни в одном скандале, связанном с культурной апроприацией, бренд не был замечен. Замечен он был в другом. Зоозащитники из организации PETA вывели рейтинги на новый уровень после того, как во время прохода Жизель несколько из них выбежали на подиум с плакатами, обвиняя модель в том, что она поддерживает использование натурального меха. Сегмент с африканской тематикой содержал в себе мех и перья, и представители бренда сразу же объявили, что все искусственное, ни одно животное не пострадало. А Жизель сказала, что любит все живое и не носит мех, обвинив PETA, что им просто захотелось внимания. Продюсерам шоу пришлось остановить запись и переснять этот отрывок. В итоге защитницы не попали в финальный вариант, но интернет помнит все.
Шоу, наконец, на долгие годы нашло свое место на канале CBS. И теперь задачей организаторов было не просто сделать показ, а занять людей на целый час. Разнообразие началось и с открытиями сегментов. Так Тайра должна была открыть Испанию страстным фламенко. Но выйдя на подиум от волнения, она забыла абсолютно все движения. И все, что мы с вами увидели, было ничем иным, как импровизацией. И шоу стало единственным, где Фэнтези Бра представил не ангел. Официально Каролина Куркова подписала контракт лишь в 2005-м. Но Star of Victoria Фэнтези Бра стоимостью $10 миллионов доверили представить именно ей. С 2003-го шоу Victoria's Secret обзавелось еще несколькими узнаваемыми моментами. Появились четкие сегменты, которым давались названия, а главное, подиум стал ослепительно блестеть. Чтобы создать это сказочное мерцание, использовалось более 136 килограмм блесток. Огромная эволюция случилась и с крыльями, на изготовление которых в среднем уходило 250-300 часов работы. Хайди, продолжая знать себе цену, просила от бренда самые большие. И они их ей дали. Образ, в котором модель закрыла шоу, был дополнен крыльями высотой больше 3 метров, и пронесла их она, будучи на 4-м месяце беременности. Ленни Клум покорила подиум Victoria's Secret еще до своего рождения. Но всю эту красоту и труд дизайнеров омрачил документальный сериал, который вышел в 2022, и в котором режиссер Мэтт Тернауэр заявил, что момент с крыльями был включен для того, чтобы показать, как бренд намеренно создавал нездоровые отношения среди моделей, назвав эту идею глупой и не понимая, как она сработала в столь долгосрочной перспективе. Клум, в свою очередь, по сей день ценит каждое перышко, которое ей довелось представить на подиуме, добавив, что любила надевать крылья, гордилась ими и не хотела вышагивать по подиуму в мизерных куриных крылышках. Ну и в 3-й раз Хайди представила творение ювелиров Very Sexy Fantasy Bra стоимостью $11 миллионов. Для поднятия хайпа в финальную версию шоу был включен момент со слезами Фернанды Таварес, которая запуталась в своем образе, и все обсуждали травмированный средний палец Черной Пантеры. Наоми перенесла неизвестную операцию, и больше информации об этом миру не дали. В 2004-м из-за скандального момента на Суперкубке, который произошел между Джанет Джексон и Джастином Тимберлейком, где случилась беда с костюмом, шоу было отменено. Эд Разик опроверг эту информацию, сказав, что показ к этому не имеет никакого отношения, и если бы они захотели, шоу состоялось. Но тем не менее, вместо этого ангелы отправились в тур по Америке. Отменять Фэнтези Бра бренд не стал. И Heavenly 70 Fantasy Bra стоимостью $10 миллионов представила Тайра. В 2005-м шоу отпраздновало свой 10-летний юбилей и отпраздновало его с огромным размахом. Жизель и Sexy Splendor Fantasy Bra стоимостью $12,5 миллионов открыли по-настоящему сказочное шоу. Маленькие помощники Санты, принцессы, сладости, игрушки, фантазии воплотились в жизнь. Как затем сказал Эд Разик, мы стали прекрасно понимать, что этот показ гораздо больше, чем просто дефиле моделей. Нам нужно было создать настоящее, грандиозное шоу. Хайди в очередной раз блистала в роскошных крыльях, но вот только удобством и легкостью они не отличались. Задумкой дизайнеров было сделать на образе сотни мерцающих огоньков, но эти огоньки нужно было от чего-то питать. И на спине модели в прямом смысле разместили аккумулятор. Плюс вес самой конструкции, итог, свой выход Хайди ждала, сидя на стуле, а один из помощников все это время держал крылья, чтобы снять нагрузку с плеч и спины. Бренд продолжил свои эксперименты с темами разных культур, и 2-й раз подряд сегмент был полностью посвящен временам царской России. Он и без того уже с первых нот выделился среди остальных, а проблемы в виде потерянного браслета стоимостью в несколько тысяч $, и застрявшая в подиуме туфелька определенно добавили плюс несколько пунктов к рейтингам. Но главным моментом шоу стал уход Тайры. Спустя 9 лет работы с брендом, ангел решила сложить свои крылья. В честь этого Victoria's Secret сделали отдельное видео, в котором попрощались с их лучшей моделью.
Шоу 2006 стало последним для Жизель. Бренд не сделал для нее каких-то отдельных сегментов или прощальной речи, потому что с ней никто не собирался прощаться. Сама модель в своих мемуарах написала, что со временем ей стало некомфортно сниматься в нижнем белье. Но пошли слухи, что когда дело дошло до продления контракта, Жизель попросила гораздо больше, чем руководство могло себе позволить. В итоге сотрудничество закончилось. Освободилось не только ее место, но и место Тайры еще не было занято. Среди моделей возникла конкуренция. После ухода темнокожего ангела бренду нужно было найти замену. Одним из главных претендентов была Олучи Онвигба, которая уже давно работала с ними. Но в итоге предпочтение было отдано Селите Ибэнкс. На подиуме также все увидели еще одну новинку от Victoria's Secret. С этого года сегмент Pink стал неотъемлемой частью шоу. Также для показа дизайнеры нашли вдохновение в культуре Шотландии, а Каролина Куркова отличилась не только своим Hearts on Fire Diamond Fantasy Bra стоимостью $6,5 миллионов, но и подняла рейтинги, потеряв туфельку на подиуме. It's open! It's open! It's open! My shoe is open, guys. It's not on. Шоу 2007 состоялось 16 ноября и стало 10-м по счету для Хайди Клум. Victoria's Secret не оставили это событие без внимания, и зрители увидели ее очаровательное совместное выступление с Силом. А также она добавила себе в копилку плюс еще одну необычную пару крыльев, которая вошла в историю шоу. Удивительным моментом стало то, что Марису Миллер с первого же показа представили в качестве ангела, а Селита Ибэнкс спустя всего 2 года работы удостоилась чести пронести Fantasy Bra. Если прошлые годы этот момент как-то не особо волновал публику, то с 2005-го ангелы обзавелись своими фандомами, которые пристально следили за тем, что модель делала для бренда, кому достанется бра и кто откроет шоу. В 2007-м все были немного озадачены выбором. Среди специальных гостей перестановку пришлось делать практически перед самым шоу. Изначально список выступающих включал в себя Сила, Spice Girls и Канье Уэста, но он отменил свое выступление из-за кончины матери. Его место занял will.i.am. Не обошлось и без знаковых событий. Ангелы получили свою именную звезду на Аллее Славы, был организован сбор средств, который побил прошлый рекорд и принес $10 миллионов. Бренд решил дать шанс обычной девушке выйти на подиум, проведя небольшой конкурс, и на шоу засияло сразу несколько будущих ангелов. Шоу 2008 отправилось покорять жаркий Майами. Город сам дал дизайнерам вдохновение. Гламур ворвался на подиум. Яркий макияж, много блесток и, конечно же, загар. Неожиданные решения были не только с макияжем, но и с подиумом, который в этот раз заменили на сцену. Задумка была в том, чтобы погрузить зрителей в зале в атмосферу театра. А вот за кулисами комфорта оказалось мало. Лестница, по которой модели спускались для смены нарядов, была слишком узкой, поэтому большие крылья пришлось подвешивать над головами и надевать их перед самым выходом на подиум. Но несмотря на масштабность некоторых крыльев, бант, который с гордостью, конечно же, пронесла Хайди, оказался довольно легким. Большую часть крыльев составляли голографические элементы, которые используются на рекламных билбордах. Образы для шоу создавали по всему миру. Обувь из Парижа, ткани из Италии, украшения из Австралии. Бренд привлекал талантливых дизайнеров со всех уголков планеты. Но также и модели со всего мира стремились попасть на показ. В кастинге приняли участие 100 девушек, из которых было отобрано 35 из 17 стран. И самое страшное для моделей – это, конечно же, упасть на подиуме. Беати Принслу была близка к этому моменту. Поначалу никто не обратил внимания на расшатавшийся каблук, делая скидку, что обувь выдержит. Благо, неприятный момент случился на репетиции. Каблук полностью сломался и спас девушку от конфуза. Поклонники Адрианы Лимы наконец дождались того дня, когда их любимица представила Fantasy Bra. Black Diamond Fantasy Miracle Bra стоимостью $5 миллионов изготовил ювелирный дом Мартина Катца. Но несмотря на все эти приятные моменты, победу над трудностями с этого года над брендом повисла черная метка. Практически все последующие шоу попадали в тот или иной скандал.
Как обычно, для поднятия охватов было решено вставить момент, где с образом случились проблемы. Вот только никто не учел, как это событие осветит пресса. В итоге банально сломанная застежка стала спекуляцией новостей о том, что Каролина Куркова очень сильно набрала вес. Поклонники Каролины обвинили бренд, что те просто-напросто опозорили ее на весь мир. А главным звоночком стало то, что Victoria's Secret подверглись обвинениям за их пропаганду того, что каждая женщина должна выглядеть именно так, как их модели и никак иначе. Была опубликована большая статья, в которой бренд раскритиковали за их нездоровые стандарты. И то, что не каждая может стать Адрианой Лимой или Мирандой Керр. В 2009-м ликовали уже фанаты Алессандры. Ангел наконец получила свое первое и единственное открытие шоу. На видео с бэкстейджа видно, что она должна была открыть шоу в другом образе, но почти перед самым открытием Алессандра попросила сменить наряд. Выбор ангела, представившего бра, вновь озадачил поклонников. Harley Quinn Fantasy бра стоимостью $3 миллиона представила Мариса, для которой это шоу стало последним. Последним оно стало и для главной звезды бренда Хайди Клум. После 12 лет сотрудничества Ангел сложила свои крылья. На пике популярности шоу «Топ-модель» по-американски Victoria's Secret также решили не отставать от трендов и запустили свое мини-шоу о поиске новой модели. Победительницей стала Кайли Бессути, но долго их сотрудничество не продлилось. В 2013-м Бессути выпустила свои мемуары, в которых раскритиковала модельную индустрию и назвала себя ангелом, на что бренд сразу же выступил с заявлением, сказав, что она никогда не являлась ангелом. И данный контракт ей не предлагали. Под критику попали и моменты со вставок шоу, где тренер обсуждал фигуры девушек, указывая на их недостатки. А также многих возмутило белье в сегменте Pink с надписью «Позвони мне», ведь эта линейка распространялась на девочек-подростков. И многие сочли подобные фразы крайне неуместными. В 2010-м шоу отметило свои 15 лет. И, как обычно, праздник прошел с размахом. 968 человек создавали сказочное шоу. 27-метровый подиум, 56 килограмм блесток, 40 камер, 2000 воздушных шаров, 21 пара крыльев, 240 тысяч кристаллов Сваровски, 45 метров нарощенных волос, украшения стоимостью более $20 миллионов и 9 олимпийских гимнастов были задействованы ради 2 получасовых дефиле. Интерьер шоу оформлялся в стиле кабаре. Разработка подиума началась в конце февраля и продлилась до лета. Были созданы различные модели, которые перерисовывались 15-20 раз. Как сказал Эд, подиум шоу от Кутюр важен для 10 тысяч человек. Подиум Victoria's Secret важен для 100 миллионов. Трансляция шоу прошла в 180 странах мира. Кастинги стали еще масштабнее и начали проходить в несколько этапов. Для финала было отобрано 80 девушек, из которых утвердили 34. Адриана второй раз была удостоена чести и открыть шоу и представить фэнтези-бра. Bombshell Fantasy Bra стоимостью $2 миллиона был изготовлен домом Дамьяни из 3000 драгоценных камней. Работа над крыльями также начала проходить еще более скрупулезно. Можно было увидеть очень много необычных деталей. Радужные крылья Биати были изготовлены из винила, а каждый пузырек на крыльях Шанель из 2 акриловых полушарий, которые затем склеивали вместе. На подиуме они выглядели абсолютно невесомыми и воздушными, когда на самом деле были самыми тяжелыми на шоу. Их вес составил около 11 килограмм. Несколько творений, к сожалению, зрители не увидели на подиуме. Крылья в форме арфы, которые достались Кэндис, пришлось снять из-за проблем с центром тяжести, которые так и не смогли сбалансировать, а крылья Магдалены полностью изменили форму, став гораздо меньше. Но самые большие крылья достались Каролине Курковой, для которой показ этого года стал последним. Они были созданы из 3000 павлиньих перьев. Но эту красоту и масштабность омрачил очередной скандал, связанный с культурной апроприацией. Многих возмутила демонстрация африканских элементов не на темнокожих девушках, а орнаменты, которыми расписали тело Эммануэля де Пауле, сочли за клеймо. Бренд никак не стал комментировать эту ситуацию. Шоу 2011 состоялось 9 ноября в Нью-Йорке, а его бюджет составил $12 миллионов.
Подиум стал длиннее, блесток еще больше. 136 килограмм, 13 разных оттенков и 30 метров покрыты ослепительным сиянием. Больше 1000 гостей были приглашены на показ. Отличился он и большим количеством необычных крыльев. Миранда Кер открыла сегмент Angels Aquatic в потрясающих крыльях в форме ракушки, которые были дополнены Fantasy Treasure Bra стоимостью $2,5 миллиона. Крылья Линдси Эллингсон стали еще одной тяжелой парой, а вот крылья Эрин Хизертон, к сожалению, оценить не удалось. Они раскрылись лишь ближе к финалу ее прохода. Но больше всего внимания привлек сегмент Passion, который был вдохновлен духом латино. Образ Кэндис был вышит вручную в Индии. Крылья Даутсон имитировали гребешок для волос, и несмотря на свою простоту, на их создание ушло более 100 часов. Ну и, конечно же, самые тяжелые крылья за всю историю шоу с гордостью, будучи на 3-м месяце беременности, пронесла Алессандра Амброзио. Вес крыльев составил 15 килограмм, а на их создание ушло 7 лет. Этот невероятный шедевр стал совместной коллаборацией Victoria's Secret и Swarovski, стоимость которого составила $100 000. На шоу 2012-го организаторы вновь решили поэкспериментировать с подиумом, сделав его в форме циркового манежа, который собирали в течение 2 недель. Также Victoria's Secret отпраздновали 10 лет сотрудничества со Swarovski, создав первый специальный образ, который затем начал появляться ежегодно. За день до шоу на репетиции случился несчастный случай. Лейс Рибейро упала на подиуме и сломала лодыжку. В итоге ее образ достался Беате Принслу, которая затем поделилась, что ей было крайне некомфортно, словно она забрала чье-то место. В сегменте Pink хотели, чтобы Кара Делевинь выехала на подиум на роликах, но отказались от этой идеи из соображений безопасности. Сегмент Silver Screen Angels стал еще одним, в котором миру показали невероятной красоты крылья. Но вот только создание некоторых в прямом смысле прошло в непригодных условиях. Ураган Сэнди обрушился на Манхэттен прямо перед показом. Дизайнерам пришлось сидеть с фонариками, чтобы закончить их. А вот Карли Клосс попала во все заголовки. Модель вышла на подиум в образе, который включал в себя традиционный головной убор коренных американцев. Это вызвало большие возмущения среди членов индейской общины, которые заявили, что убор имеет глубокое культурное значение и носить его имеют честь лишь избранные воины и военачальники. В итоге проход был полностью вырезан с шоу, все фото со стоковых ресурсов были изъяты. Бренд принес свои извинения. Без приятных и трогательных моментов также не обошлось. Спустя 12 лет работы с брендом Алессандра наконец получила свое Fantasy Bra, и The Floral Fantasy Bra стоимостью $2,5 миллиона стал единственным бра, которое бренду удалось продать. Ну а последний проход Миранды по сей день все считают самым красивым прощанием за всю историю шоу. Шоу 2013 стало последним, где бренд смог позволить себе размах. Кэндис и Royal Fantasy Bra стоимостью $10 миллионов, последнее дорогое бра бренда, открыли показ. Для дизайнера крыльев Мэриан Хоус шоу стало годом испытаний. Крылья Лили Дональдсон в сегменте Snow Angels получились настолько тяжелыми, что когда модель примерила их, ее руки посинели. В итоге пришлось в сжатые сроки доделывать элементы, которые могли бы стать опорой и уменьшить вес. А яркие крылья Адрианы из Parisian Nights она и вовсе собирала в спешке, и до последнего момента была уверена, что все испортила, и их просто не будут использовать в показе. Но в итоге это стало одной из самых ярких открытий сегмента. А вот образ Марты Хант был вдохновлен настоящим шедевром. За его основу взяли «Звездную ночь» Ван Гога. И еще одним уникальным моментом стал образ Swarovski, который создали при помощи 3D-печати, а затем корсет украсили тысячами небольших кристаллов. В 2014-м Victoria's Secret вновь сменили континент и отправились в Лондон, а также решили отказаться от своего фирменного блестящего подиума, заменив его полностью LED-экранами, что позволило дать сегментам больше разнообразия и динамики. Еще одно внезапное разнообразие случилось и с Fantasy Bra. Бренд не стал мелочиться и сделал целых 2. Dream Angels Fantasy Bra, каждая стоимостью по $2 миллиона, представили Адриана и Алессандра, что стало уникальным моментом шоу. Мы не знаем, каким бы был бренд без них. Пришло время сказать спасибо, заявил Лед. Для того, чтобы надеть все элементы бра, требовалось 20 минут,
и чуть меньше, чтобы снять. Поэтому вместо 3 привычных выходов ангелы вышли лишь дважды. Ну и отличился сегмент Fairy Tail, в котором всего 2 образа были представлены без крыльев. Но даже в такой момент может случиться так, что крыльев не хватило. Вот и Лили Олдридж в сегменте Angel Ball вышла в паре, которые дизайнеры сделали за 3 дня до шоу. Без слухов и сплетен также не обошлось. Появилась информация, что вместо Тейлор Свифт должен был выступить кто-то другой. Но Лили уговорила руководство, чтобы те 2-й год подряд пригласили Тейлор. В итоге музыкальное сопровождение сегментов пришлось перестраивать. Ну и бренд попрощался с Даутсон, Линси и Карли. Свой 20-летний юбилей с размахом шоу, к сожалению, отпраздновать не смогло. Атмосфера вокруг их рекламных кампаний начала становиться все мрачнее и мрачнее, а рейтинги ниже. На этот раз Victoria's Secret подверглась жесточайшей критике за Perfect Body. Была создана целая петиция против коллекции, где бренд призвали взять на себя ответственность за рекламу нереалистичных стандартов. Еще по какой-то причине было принято решение подписать контракт сразу с 10 новыми ангелами, которых толком не успели представить миру. В сети активно поползли слухи, что ради хайпа бренд отказал уже утвержденной Джордан Данн в пользу Кендалл Дженнер, лишь потому, что у той было больше подписчиков. Несмотря на очень большое количество ярких образов и необычных крыльев, у шоу этого года проблем и критики оказалось куда больше. На первом показе проблемы случились с украшениями в сегменте Portrait of an Angel. Модели вышли без них. Ко второму шоу их наконец привезли. В итоге в монтаже получился один большой ляп. То модель шла с ожерельем, то без него. Под критику попал и образ с бра. Fireworks Fantasy Bra стоимостью $2 миллиона представила Лили Олдридж. Но вот на шоу внезапно под бра решили надеть еще одно бра, что выглядело очень странно. Практика с подкладками была и ранее, но они делались так, чтобы не отвлекать внимание на себя. Здесь же все смотрели не на творение ювелиров, а на красный бра. В 2016-м Victoria's Secret еще раз решили слетать во Францию, и шоу прошло в Париже. Любимый многими блестящий подиум вернулся назад, и в целом после шоу 2015-го выглядело все так, как будто бренд снова на коне. Большое количество необычных крыльев, детальная проработка каждого образа. Была учтена критика по поводу Fantasy Bra, и на этот раз Jasmine Tox и Bright Night Fantasy Bra стоимостью $3 миллиона сияли на подиуме. Но без скандала снова не обошлось. На этот раз китайские зрители были недовольны тем, что бренд использовал их культурные элементы. Особенно сильно возмутили образы Эльзы Хоск и Кендалл Дженнер. Весь сегмент в принципе состоял из образов различных культур, но недовольство высказал только Китай. Victoria's Secret как раз целились на их рынок и таким образом хотели привлечь внимание. Пусть даже и с критикой, но цель они свою достигли. В 2017-м бренд замахнулся еще дальше, и ангелы спустились на подиум в Шанхае. С этим шоу Victoria's Secret пришлось понервничать еще больше. Кроме стандартных обвинений в культурной апроприации, на них обрушились фанаты и власти страны. Обо всем по очереди. Проблемы с властями произошли из-за того, что некоторых моделей и Кэти Перри, которая должна была выступить на шоу, просто-напросто не пустили в страну. Среди моделей оказалась Джиджи Хадид. Причиной этому стало то, что визовый центр посчитал, что они негативно относятся к стране. В сегменте Nomadic Adventure бренд вновь создал образы, используя элементы культуры коренных американцев, а также народов Африки. После чего было сказано, что компания принципиально продолжает делать все так, как угодно им, наплевав на мнение покупателей и общественности. Но по какой-то причине никто не заметил, что также один из сегментов был полностью посвящен Скандинавии. А вот фанаты обрушились за смену очереди в сегментах. Шоу 2017-го стало последним для Алессандры, и в честь этого момента она закрывала шоу. По какой-то причине в телевизионной версии порядок сегментов изменили, что не понравилось поклонникам Амброзио. Они назвали Victoria's Secret неблагодарными и не ценящими своих лучших моделей. Ну и, конечно же, невозможно не вспомнить событие, которое произошло за всю историю шоу впервые. Мин Си наступила на подол и упала. Хоть модель и считает этот случай самым тяжелым в своей карьере, падение сделало из нее звезду. Некоторое время спустя она стала официальным представителем бренда в Китае.
Приятные моменты, конечно же, тоже были. Victoria's Secret объединились с Balmain и выпустили совместную коллекцию белья, которой посвятили сегмент Punk Angel. Кэндис в 3-й раз открыла шоу, после чего все узнали, что ангел станет мамой во 2-й раз. Приверженность к деталям вновь оказалась на высоте. Крылья Жасмин были созданы из 1000 булавок. Каждая пайетка в образе Роми Страйт была пришита вручную. Ну и самое трогательное представление Fantasy Bra. Champagne Nights Fantasy Bra стоимостью $2 миллиона презентовали Лейс Рибейро во время примерки, сделав момент очень душевным и теплым. В 2018-м дела у шоу стали еще хуже. Бренд загремел в громкий скандал. Многие модели обвинили Эда Разика в домогательствах и неподобающем поведении. Об этом подробно я рассказывала в своих видео. В шоу не было ни единой вставки с Эдом. Бренд всеми силами начал доказывать, что шоу создают женщины, брендом руководят женщины. Но рейтинги упали ниже плинтуса. Показ стал очень скучным. Многие фанаты отметили, что бренд полностью потерял изюминку. Шоу стало слишком идеальным и перегруженным. 60 моделей, приглашенные артисты в каждом сегменте, которые отвлекали внимание на себя. Сумбурная каша, в которой было тяжело сконцентрироваться на чем-то. Но труд дизайнеров, конечно же, нельзя не отметить. Для сегмента Glam Royal художник Джефф Фендер вручную расписывал ткань, создавая уникальный узор из множества секций. И промахнись он в одной из них, работу бы пришлось начинать заново. Для сегмента Floral Angels бренд продолжил практику 2017-го и на этот раз создал коллекцию с Мари Катранзу. Для крыльев парашютов изначально был создан один прототип из обычной белой ткани, для того, чтобы правильно отрегулировать скелет и центр тяжести, чтобы модель не сдула с подиума. Далее уже по нему были созданы все остальные. С роскошью пришлось закончить, и бра этого года был создан из кристаллов Сваровски. Dream Angels Fantasy Bra стоимостью $1 миллион продемонстрировала Эльза Хоск, а образ Сваровски представила Роми Страйт. На его создание ушло около 400 часов, 55 тысяч кристаллов на крылья и 77 тысяч кристаллов на боди. Общий вес аутфита составил 12 килограмм. Ну и спустя 18 лет бренд решила покинуть Адриана Лима. В августе 2023-го Victoria's Secret решили вернуться, представив новую коллекцию белья под названием Icon, для которой пригласили Адриану, Жизель, Кэндис и Наоми, а также анонсировали свое новое шоу под названием Victoria's Secret Detour. Премьера состоялась 26 сентября, и зрителям продемонстрировали абсолютно новый формат. В 1,5-часовом фильме были представлены истории молодых дизайнеров с разных уголков мира. Но несмотря на все свои старания, бренд опять попал под волну критики за собственное лицемерие и неуважение. После заявлений, что они отказались от ангелов и старого концепта, зрителям вновь показали крылья, а коллекция дизайнера Микаэлы Старк взорвала настоящую бомбу. Ей была предоставлена возможность посетить главный офис бренда и поработать со старыми крыльями. Все было бы отлично, если бы не демонстрация неуважения к работе прошлых дизайнеров. Суть ее коллекции заключалась в том, чтобы показать, как полные люди чувствуют себя в белье, которое в разы меньше по размеру, и как трудно им найти подходящий комплект. Только общественности об этом сказали гораздо позже, когда уже все высказались, что ее коллекции заставят полных женщин еще больше спрятаться от окружающего мира. В мае 2024-го бренд взбудоражил всех, заявив, что любимое шоу вернется на подиумы, а вместе с ним и любимые модели, и, конечно же, крылья. Ну и на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца, делитесь в комментариях, какое из шоу ваше самое любимое, а что же случилось на шоу 2024-го, я вам расскажу в отдельном видео. Увидимся уже совсем скоро.